Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и это канал о вязании. И сегодня я буду вязать из своей любимой уже пряжи Карамель Бэйби. Посмотрите, это тонкий синтетический шнур 200 метров, 150 грамм и 2 миллиметра толщина нити. Вязать я буду спицами. Я беру спицы для вязания 4 миллиметра. Также мне потребуется в качестве вспомогательного инструмента еще крючок. Я возьму 2 миллиметра, но можно взять любой близкий к этому крючку номер. Цвет пряжи у меня зефир. На камере он смотрится немного каким-то оранжевым, но на самом деле это чисто розовый цвет. И это пряжа от пряжи Центр. Ссылку и промокод в 10% я оставлю вам внизу под видео в инфобоксе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и сохраняйте это видео к себе в плейлисты. И давайте начинать. Итак, беру одну спицу, беру шнур и беру крючок. Набор петель на спицу я буду делать с помощью крючка. Кладу спицу на нить, хвостик оставляю небольшим, делаю крючком одну петлю и подхватываю рабочую нитку. Таким образом у меня получается 2 петли. Одна петля на спице, одна петля на крючке. Дальше вставляю рабочую нитку между спицей и крючком и увожу ее влево. Снова подхватываю крючком рабочую нитку и снова делаю еще одну петлю. 2 петли на спице, одна петля на крючке. Опять увожу нить влево. Таким образом мне нужно набрать 25 петель. То есть это будет 24 петли на спице и 25 будет на крючке, которую потом я переведу с крючка на спицу. Набираю 25 петель. Набрала я нужное количество петель. Последнюю петлю тоже перевожу на спицу. И пока крючок откладываю. Дальше беру вторую спицу и перехожу к вязанию первого ряда. Вязать я буду узором тычинки, и первый ряд здесь очень простой. Все петли просто лицевые. Первую петлю снимаю и вяжу лицевыми до конца ряда. Последнюю петлю, это кромочная, ее тоже провязываю лицевой. Разворачиваю вязание и перехожу к вязанию второго ряда. Итак, второй ряд. Первую петлю снова снимаю, это кромочная. Увожу нить за работу. Следующую петлю провязываю лицевой. Следующую петлю снимаю как изнаночную, не провязанной нить за работой. И чередую так до конца ряда. Лицевая, снимаю нить за работой. Лицевая, снимаю нить за работой. Лицевая, снимаю. Лицевая, снимаю. Лицевая, снимаю. Лицевая, снимаю. Заканчивается этот ряд лицевой и кромочная. Кромочные я всегда вяжу лицевыми. Второй ряд узора готов. Снова разворачиваю изделие и перехожу к третьему ряду. Третий ряд будет идентичен первому. Все нечетные ряды будут идентичны первому. Здесь просто лицевые петли. Первую, как всегда, снимаю. Это кромочная. Последнюю тоже провязываю лицевой. Это тоже кромочная. Итак, вяжу все петли лицевые до конца ряда. Это будет третий ряд узора. Третий ряд я довязала. Опять разворачиваюсь и перехожу к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд будет идентичен второму, но делаться будет он в шахматном порядке.
Если начинали мы второй ряд с лицевой петли, затем была снятая, то здесь будет наоборот. Сначала снятая петля, нить за работой, затем лицевая. Итак, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая. Заканчивается этот ряд снятой петлей и кромочная. Кромочную я вяжу лицевой. 4 ряда готовы. Раппорт этого узора в высоту состоит из 4 петель. Работаю так, повторяя с 1 по 4 ряд на нужную высоту. Итак, провязала я высоту несколько рядов. Располагаю деталь лицом к себе, изнанкой вниз. Изнанка напоминает здесь изнаночную гладь, а лицо вот такие вот тычинки, ячейки. Ряды я не считала, я считаю кромочные. Хвостик начальный у меня справа. И здесь, если я посчитаю кромочные, все вот эти косички. Начинаю с самой первой, с вот этой. Смотрите, она очень маленькая. Вот она. И считаю косички. Здесь их 50, и здесь их тоже 50. И на этом я пока останавливаюсь. Дальше беру крючок и беру левую кромочную и начинаю распускать аккуратно по одной петле. И роняю эту кромочную. Так как у меня 50 кромочных, то мне нужно распустить 25 кромочных. И считаю, пока здесь не будет 25 распущенных петель. И вот еще 26-ю тоже распускаю. Теперь просто отсчитываю 25 распущенных петель. Вставляю крючок в 25-ю, вот так, и подхватываю одну петлю справа. И эту петлю протягиваю в петлю на крючке. Теперь подхватываю одну петлю слева и эту петлю снова протягиваю в петлю на крючке. Дальше распускаю еще одну кромочную справа, подхватываю ее крючком и протягиваю в петлю на крючке. Одну петлю слева и протягиваю. Распускаю справа, подхватываю, протягиваю и слева. Подхватываю, протягиваю. Работаю так, пока петли не закончатся. При таком способе сшивания бокового шва, смотрите, образуется по краю очень аккуратная косичка, которая смотрится со всех сторон хорошо. И такой способ не требует дополнительной нити для сшивания. Подхожу к последним кромочным, которые нужно распустить справа. И смотрите, здесь лишнего не распустите. Вот это уже горизонтальные кромочные от наборного ряда. Вот эта кромочная вот будет последняя. То есть у меня осталось всего 2 петли распустить. Вот так. Слева, справа, слева. И последнюю подхватываю справа. Здесь нужно ниткой еще провязать кромочную от текущего ряда, вернуть ее обратно так, на спицу и повторить все то же самое с противоположной стороны. У меня спица чулочная, поэтому это очень легко сделать. Пододвигаю спицу к другому краю, сбрасываю кромочные и снова распускаю 25 петель.
Открытую кромочную, которая находится на спице, я не считаю. Вот эта петля у меня 25-я. В нее вставляю крючок. Теперь подхватываю одну петлю, которую я распускаю слева, вытаскиваю, и теперь подхватываю петлю справа, вытаскиваю. Ну, в общем, делаю все то же самое. Не забываю распускать петли слева и провязывать их слева, справа. Слева. Очень аккуратный шов получается, одинаковый, что с левого края, что с правого. Работаю так опять до того момента, пока не закончатся все петли. Итак, последние кромочные остаются с этого края. Смотрите, их остается всего 2. Лишнего здесь тоже распускать не надо. Это уже будут кромочные от наборного ряда. Итак, справа, слева, справа. Вот она, самая последняя кромочная. Слева, и вот здесь вот последняя кромочная, которая будет на спице. И возвращаю ее на спицу. Вот так должно получиться. Такой кармашек получается. И дальше перехожу снова к вязанию уже клапана этого кармашка. У меня сейчас ряд будет лицевой, то есть это все петли лицевые. Вязать дальше я буду по рисунку, тем же самым узором, которым я вязала до этого. В этом ряду вяжу все петли лицевые. Переворачиваю. И следующий ряд вяжу по рисунку. У меня здесь получается узор лицевая, петлю снимаю. Лицевая, снимаю. Лицевая, снимаю. Итак, я сейчас связала один ряд, вяжу второй ряд после того, как соединила боковые части. И всего мне нужно после соединения связать 6 рядов по рисунку. То есть работаю так еще 4,5 ряда. 6 рядов после выполнения бокового шва я связала, и дальше буду формировать клапан-конверт. Его я буду формировать по лицевой стороне в том ряду, где мы вяжем все петли просто лицевыми. Формируется такой клапан с помощью симметричных убавок с обеих сторон. Итак, первую кромочную снимаю, не провязаны, и дальше вяжу 2 петли вместе лицевыми. Вот так. Довязываю ряд лицевыми до 3 последних петель. И здесь делаю симметричную убавку, только в другую сторону. Там было 2 вместе, а здесь будет 2 вместе протяжкой. Раз. И возвращаю. И последнюю петлю провязываем лицевой, это кромочная. Переворачиваю изделие. И дальше у меня идет изнаночный ряд. Его я вяжу по рисунку, да, ориентируюсь на лицевую сторону. Смотрю, здесь у меня в предыдущем ряду была снятая петля. Вот это очень хорошо видно. Так, нитку уберу. Вот видите, здесь перемычка. Значит, в предыдущем ряду у меня была снятая петля. Значит, в этом ряду я делаю лицевую, затем снимаю. Лицевая, снимаю. Потому что этот узор чередуется в шахматном порядке. Над лицевой делаю снятую, над снятой делаю лицевую. И таким образом я вяжу изнаночный четный ряд.
Тоже заканчивается он лицевой петлей, потому что в предыдущем была снята. Разворачиваюсь и опять перехожу к нечетному лицевому ряду. А в нечетном лицевом ряду я делаю симметричные убавки с каждой из сторон. То есть то же самое. Опять кромочную снимаю. Дальше 2 вместе. И дальше все лицевые до 3 последних петель. С этого края делаю опять убавку с помощью протяжки. Одну петлю снимаю, другую провязываю лицевой и снятую петлю накидываю на провязанную. И затем кромочную. Работаю так. Изнаночный ряд по рисунку, а лицевой ряд с убавками. Пока у меня не останется 3 петли. Так, вот сейчас у меня 5 петель, лицевой ряд, кромочную снимаю. Так. И мне нужно здесь 3 вместе провязать так, чтобы центральная была сверху. 2 снимаю, третью тоже снимаю, возвращаю их все на левую спицу и провязываю 3 вместе. И опять кромочная. Кромочная, лицевая. Разворачиваю. Здесь получается петлю снимаю, лицевая и кромочная. Вязание на этом почти закончено. Остается у меня 3 петли. Дальше в лицевом ряду я возьму крючок, это 3 миллиметра. Первую снимаю, дальше 2 вместе и протаскиваю через первую. Вот такой получается конвертик. Теперь мне нужно связать петельку. Делаю несколько воздушных петель. Так, я сделала 6, немножко маловато. 7-8. Зависит от того размера, которого у вас пуговица. У меня конвертик будет закрываться на пуговку. Так, 8 петель. Смотрю. Да, 8 нормально. И дальше делаю обвязку соединительными петлями крючком по краю конвертика. Вставляю крючок в кромочную слева. Это была последняя кромочная от вязаных рядов спицами. Подхватываю рабочую нить, делаю соединительную петлю. Следующую кромочную, видите, я вставляю в дальнюю дужку. Подхватываю, делаю соединительную петлю. По одной соединительной петле в каждую кромочную. Так. Боковые кромочные у меня закончились, и я перехожу на кромочные кармашка от наборного ряда. Прям сразу же. Здесь точно так же. Так, сейчас как-нибудь красивее найду здесь место. Вот, вставляю крючок опять в дальнюю косичку, подхватываю, провязываю. Точно так же работаю за заднюю полупетлю. Именно для этого мы и набирали петли крючком, чтобы от наборного ряда у меня образовалась вот такая косичка, чтобы ее можно было также красиво, аккуратно обвязать затем соединительными петлями. Здесь все то же самое. По одной соединительной петле в каждую наборную косичку. Последняя.
И перехожу теперь на оставшуюся половину клапана. Здесь, вот смотрите, вот это была еще соединительная, как бы кромочная. В следующую опять в дальнюю полукосичку вставляю, провязываю, вставляю, провязываю. Делаю то же самое, что и до этого. Вставляю, провязываю по одной опять соединительной петле каждую кромочную косичку. Все, дошла я до конца. Здесь немножко вытаскиваю петлю, ее обрезаю. Если у вас такая же пряжа, как у меня, то не забывайте заплавлять вот эти хвостики, чтобы они не распускались. И затем смыкаю ряд. Увожу нить на изнанку и вот сюда завожу в последнюю петлю. Все, вязание на этом готово. Дальше хвостики заплавляем и прячем. Я буду прятать. У меня получается всего 2 хвостика, и прячу я их вот так вот в вязаных рядах, тоже с помощью крючка. Так, чтобы на лицевой стороне они не появились. Вот этот хвостик у меня совсем маленький. Просто его тоже как-нибудь выведу наизнанку. И здесь его еще можно будет подшить обыкновенными ниточками, чтобы он никуда не выскочил. Вот такой конвертик у меня получился. К нему еще нужно пришить пуговку. Пуговку я пришила. Вот так он закрывается. И вот так открывается. Давайте спрячем туда содержимое, чтобы никто ничего не узнал. И закроем. Таких конвертиков я связала 2. Они связаны из одинаковой пряжи, но вот этот голубой связан спицами номер 2, а вот этот розовый я связала спицами номер 4. И на том, и на другом размере спиц получается отлично. Но голубой, конечно, немножко поменьше. Посмотрите, как красиво смотрится боковой шов, как аккуратно, да? С одного края и с другого. По такому принципу можно связать сумку, можно связать клатч, можно связать чехол для планшета. У меня есть сумка-чехол на канале связанная по такому же принципу, из другого шнура и просто платочной вязкой. Ссылку на это видео, конечно, я вам тоже оставлю внизу под видео в инфобоксе, либо вот здесь по подсказке. От одного мотка пряжи после вязания конвертика у меня осталось приблизительно 2/3. Сам моток весит где-то 150 грамм, то есть на один такой конвертик нужно грамм 50-60. По размеру розовый приблизительно 11,5 на 11 сантиметров, а голубой где-то 10,5 на 10. Ну и напоминаю, что отличаются они просто номером спиц, на которых связаны эти 2 конвертика. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если что-то было непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. На моем канале очень много доступных, бесплатных и интересных мастер-классов по вязанию. Спасибо за внимание. Пока-пока.